Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Нежнейшая прелесть. Вот такой кардиган популярным узором предлагаю связать на лето. Удобен и просто незаменим в летние вечера. Его можно носить и с сарафаном, и с маечкой. Он будет смотреться эффектно и красиво. Знаю по себе, у меня есть таких 2 целых кардиганчика, но не таких конкретно, а вообще таких вот на летние вечера. Просто шикарно. Себя чувствуешь в них уютно, красиво, все на тебя оборачиваются, идут. Так что, девочки, узор несложный, очень модный. Уже 2-й год он держится у нас. Давайте я вам полистаю картиночки. В общем-то, очень красивый получается кардиганчик. Сегодня мы с вами составим описание на размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Вы видите, здесь вяжется цельновязанная планочка платочной вязкой. Предлагаю для желающих связать ее застежечкой можно, то есть здесь можно предусмотреть прорези для пуговиц. Все это сегодня мы обсудим с вами. Можно связать как в оригинале без прорезей. Я вам приближаю картиночку. Здесь у нас продолжается эта планочка. Как это все красиво сделать, я сегодня вам поясню в нашем видеопроекте. Будет разговор на эту тему. К тому же у нас будет описание в виде текста составленное, выложено, как всегда, под видео. То есть инструкция по вязанию будет в вашем доступе. У нас классика будет сегодня использоваться, но чуть позже я покажу вам выкройку. Вот, классический вариант будем сегодня с вами рассматривать. В общем, мне очень нравится эта модель, я просто в восторге. Вот, предлагаю вам, видите, он у нас такой удлиненный получается. Ну, конечно, длину вы под себя можете отрегулировать. Схему я нарисовала. У меня совсем недавно на канале подобным узором был джемпер. Так что можете тоже, ссылочку оставлю под видео, кто интересуется джемпером. Ну, хочу сказать, что это очень-очень популярный узор, уже 2-й год держится на пике популярности. Итак, мои дорогие, сейчас я вам покажу пряжу, которую мы будем с вами сегодня осваивать, рассматривать. Именно она у нас будет основополагающей в нашем проекте. По ней мы будем вязать, строить расчеты, потому что плотность будет рассчитана с учетом именно этой пряжи. И как всегда, у нас будут альтернативные варианты пряжи. Итак, смотрим выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Девочки, для вязания этого красивого кардигана я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Турецкого производства пряжа, в 100 грамм 330 метров. Спицы использую я 3,5. Так, у нас с вами состав 55% хлопок, 45% акрил. И, в общем-то, вы уже, наверное, давно знакомы с этой пряжей. Отличного качества пряжи, хорошей скрутки. Очень приятно из нее вязать. Она нежная, абсолютно, конечно же, мягкая. Вот так получается у нас образец. Такой, знаете, узорчик незамысловатый и в то же время очень модный. Уже 2-й сезон он держится. И, в общем-то, вот такие вот красивенькие фигуры мы можем с вами связать. Схему я нарисовала, и я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы с вязанием такого замечательного узора. Буквально неделю назад у меня на канале вышел по похожему узору, там немножко изменена была схема, по похожему узору был джемпер с рукавами реглан. Ну а сейчас вот такой же получается кардиганчик, красивый, с расчетами на разные размеры. И сейчас я вам, как всегда, покажу альтернативную пряжу. Так, у нас с вами в качестве альтернативной пряжи можно использовать пряжу Alize Cotton Baby Soft.
Вот она у нас вот таким образом красивенькая, очень красивая пряжа. Тоже полухлопок, 50% хлопок, 50% акрил, тоже Турция, ну то же самое, да. Цвета тоже очень богатые, красивые. У нас здесь 100 грамм 270 метров, но толщина этой пряжи, она такая же, девочки. Она немного другой нить, другой обработки. Вы знаете, плотность будет у вас все равно такая же, потому что у нее такая же толщина. У этой ниточки и вот у этой. Видите, вот я вам показываю, совершенно одинаковая, скруточка похожа. Обработка другая у Baby Cotton Soft. Она какая-то более, знаете, такая, как это объяснить, похожа на вискозовую нить с шелковистым блеском. Очень мне понравилась пряжа фирмы Этрофил, тоже турецкая пряжа, по итальянской лицензии выполнена. Тоже тонкая, прекрасная ниточка, тоже попадете в плотность. Она называется Памуклу Бэбе тоже. Памуклу, в общем, не умею читать по-английски. Так, и у нас тоже разные цвета, соответственно. Очень мягкая тоже пряжа, шикарнейшая. Цвет вот здесь вот показан, да. Вот такие вот надписи здесь у нас имеются. Тоже полухлопковая пряжа. В общем, 100 грамм у нас 200, получается 60 метров. И 55% у нас идет хлопок и акрил остальное, 45. Так что имейте в виду, вот вам как альтернатива вот эти еще два варианта пряжи. Ну и Alize Cotton Gold, я с ней уже работаю, значит, не один год, и мне она очень нравится. Эти вот, я думаю, что у вас есть из чего выбрать. Очень хорошая к лету, шикарный кардиганчик можно связать себе. Сейчас смотрим схему узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Пустая клеточка – это лицевая петля. Лицевая петля у нас также вот этой вертикальной черточкой. Это я так для визуальности, чтобы было понятно, нарисовала. И кружок у нас получается накид. Треугольник равнобедренный – это 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли, девочки. Раппорт составляет в ширину 14 петель и 16 рядов. И у нас с вами крайние вот эти раппорты будут вязаться 2 вместе лицевой, соответствующим наклоном влево и вот здесь в левой части с наклоном вправо. Ну, мы сегодня с вами этот образец свяжем, и вы все поймете. Очень простая, в принципе, вязка этого узора. У нас есть с вами выкройка. Вот такая выкройка классика. Рукав будет у нас с окатом. Вот, у нас будут с вами все соответствующие образованы скосы, то есть скос по вырезу горловины, полочек. Скос у нас будет по рукаву. Мы сегодня внимательным образом будем составлять инструкцию по вязанию. Моменты все эти я объясняю в этой инструкции, как связать последовательно. Вот. Откуда взялись петельки, которые сегодня будут звучать в инструкции, их количество. Все в расчетной части смотрите после того, как свяжем образец узора. Так, ну а сейчас я вам хочу показать. Вот такая инструкция под видео будет у вас, девочки. Длину изделия я закладываю 70 сантиметров. Размеры я уже сегодня вам озвучивала чуть выше, говорила об этом. Вот. Ну и вот это все вы можете посмотреть в описании под видео. Все это есть. Читайте, пользуйтесь, очень удобно вот так вязать. И когда у вас все петельки есть. Объяснение, откуда я взяла и как рассчитывала эти петли, будет в расчетной части. Можете смотреть внимательно образом. Все я там поясняю, как считала. А сейчас приступаем к вязанию образца узора. Девочки, для вязания образца я набрала 31 петлю. У меня здесь 2 раппорта. 1 петля для симметрии и 2 кромочные участвуют в вязании. И вяжем с вами первый ряд. У нас первый ряд все петли лицевые. Вяжем 31 петлю лицевую.
Ну, вяжем до конца самостоятельно, я уж не буду показывать. Дальше у нас идет второй ряд изнаночный. Мы вяжем все петли изнаночные. Затем у нас идет, девочки, третий ряд. Все петли снова лицевые. Четвертый ряд, все петли изнаночные. И в пятом ряду начинается ажурный узор. Итак, девочки, пятый ряд у нас с вами. Я связала 4 ряда, по сути, лицевой глади. И теперь пятый ряд. Начинается у нас с вами ажур формироваться. И смотрите, 2 раппорта по центру. Вот эти центральные раппорты будут вязаться совсем иначе, чем по краям. По краям мы будем вязать, начиная первый раппорт, 2 вместе, 1 лицевой с наклоном влево, девочки. Вот так. Затем вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, снова накид и опять 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, первый раппорт связан. Все центральные раппорты, то есть не крайние, будут вязаться, начинаться не с 2 лицевых вместе, а с 3 лицевых вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Первые, вторые петельки я меняю местами. У меня первая за работой, вторая поверх первой. И все 3 я вяжу 1 лицевой. Вот так. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, накид и снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И опять у нас с вами крайний раппорт вяжется 2 вместе 1 лицевой с наклоном вправо. Здесь у нас была 1 петля для симметрии, я ее добавляла, чтобы вот это действие нам как раз совершить. Провязать нам 2 вместе 1 лицевой. Так, все, 2 раппорта связали, переворачиваем вязание, и все петли изнаночного ряда вяжутся изнаночными. 7 и 9 ряды мы вяжем точно так же, как сейчас вязали 5 ряд. На примере первого раппорта показываю, ну, то же самое. 2 вместе 1 лицевой с наклоном влево, затем 5 лицевых вяжем, делаем накид, лицевая, накид и снова 5 лицевых. Все, связали первый раппорт. Второй раппорт вяжем. Уже вяжем не 2, а 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Затем 5 лицевых снова. Накид, лицевая, накид и снова 5 лицевых. Крайний раппорт мы заканчиваем как 2 вместе 1 лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. Все. И 8 ряд вяжем все петли изнаночные. Давайте, девочки, точно так же самостоятельно свяжите 9 ряд и встречаемся с вами в 11 ряду. Так, у нас с вами 11 ряд. Вяжем следующим образом. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем делаем накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Все, связали полностью раппорт. Второй раппорт начинается с 3 вместе 1 лицевой. Это касается только раппортов, которые идут в центре полотна. Все крайние вяжутся с 2 лицевыми вместе. И опять начинаем. 1, 2, 3, 4 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 4 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной.
Все, связали. Переворачиваем, 12 ряд, вяжем все петли изнаночные. Теперь у нас 13 ряд вяжем. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. Делаем накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Снова 3 лицевые. Накид, 5 лицевых. Накид, 3 лицевые. И завершаем раппорт второй. 2 вместе 1 лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Все. Переворачиваем и 14 ряд вяжем все петли изнаночные. 15 ряд вяжем кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 лицевые, раппорт связан. Второй раппорт начинаем 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид, 2 лицевые и завершается 1 лицевой с наклоном вправо. Кромочную вяжем изнаночной. Итак, у нас связан 15 ряд. 16 ряд вяжем все петли изнаночные. И у нас на этом раппорт заканчивается, и повтор идет снова с первого ряда узора. Наша задача сейчас сделать влажную тепловую обработку образца и определить плотность вязания. Итак, у нас с вами влажная тепловая обработка образца. Горячим паром обдаем наш образец и тянем его. Все, потянули. Обращаем внимание на то, что нам надо расправить вот эти крайние петли, поскольку кромочные у нас также будут участвовать в расчете плотности. Все, мои дорогие, оставляем в таком расправленном виде сохнуть образец. Так, наш образец, девочки, с вами высох. И наша задача сейчас измерить его плотность, да, образца. Берем простую линеечку и измеряем ширину. Итак, 14,5 сантиметров получается. Давайте, 31 петля у нас набиралась, и мы разделим на 14,5. Получим 2,1. Надо записать, что в 1 сантиметре. В 1 сантиметре 2,1 петель. Дальше идем. Теперь вертикальная плотность. Значит, у нас с вами волнистый край, поэтому мы будем делать вот таким образом. У нас 16 сантиметров. 16. И берем вот это. И 14. Берем среднюю высоту 15 сантиметров. Так. И давайте определим, сколько здесь связано рядов. В моем образце связано 33 ряда, и мы будем делить на 15 сантиметров. 2,2 плотность по вертикали. Также надо записать: в 1 сантиметре 2,2 ряда умещается. С этими цифрами сейчас будем, значит, делать расчеты на разные размеры. Так, девочки, сегодня мы будем с вами составлять описание вот по этой выкройке. У нас классический вариант, рукав с окатом. И я буду сейчас вам рассказывать описание для размера российские: 42, 44, 46, 48, 50, 52.
Ширину спинки я беру 48 сантиметров, второй размер 54,5 сантиметра, третий размер 60 сантиметров. Но, соответственно, полочки у нас будут слегка больше, чем спинка. Ну, во-первых, здесь цельновязанная планка вяжется, которая составит у нас 9 петель вместе с кромочной. И, кроме того, ну, в принципе, там почти половина получается спинки. Там все надо тоже регулировать с учетом того, что у нас узор, его раппорт, чтобы красиво все это смотрелось. Ну, об этом позже. Давайте вначале про спинку. Значит, будем набирать с вами первый размер 101 петля, второй 115 петель, третий 125 петель. Как я получила эти цифры? Смотрите, я наши с вами сантиметры умножила на плотность, которую мы с вами только что посчитали. 2,1 петель в 1 сантиметре. Это горизонтальная плотность. Горизонтальная. Смотрите. 48 на 2,1 умножить, это будет 101 петля. У нас будут распределяться узоры следующим образом. У нас с вами раппорт составил 14 петель. Вот 14 петель раппорт. У нас получается с вами 7 раппортов по 14 петель подряд идут. Одна петля для симметрии, как мы вязали в образце, крайне левая. И плюс 2 кромочные с двух сторон. В сумме 101 петля. 7 раппортов по 14 петель. Повторяю. Да? Для второго размера 115 петель я также получила ширину нашей спинки, умножила на плотность 2,1, получила 115 петель. Это 8 раппортов, плюс 1 петля, плюс 2 кромочные. Я здесь не стала рисовать, то есть это точно такое же расположение, только не 7, а 8 раппортов. Тоже 1 петля для симметрии левая и кромочные 2. И это получилось 115 петель. Третий размер. С шириной 60 сантиметров будем 125 петель набирать. Расположение следующее. Берем 8 раппортов по 14 петель. Но симметрично с двух сторон добавляем 5 лицевых справа. И здесь получается, если просуммировать тоже вот эти 5 лицевых и одну для симметрии, то получится 6 лицевых. Ну и, соответственно, кромочные справа-слева добавляются. И это все составит 125 петель. Вот так распределяются узоры. Так, у нас с вами будет формироваться пройма. Я выделяю на ее глубину, 5 сантиметров я взяла для первого размера, а далее увеличила по одной петле в зависимости от размера. И у меня получилось, значит, 10, 11 и 12 петель. Считала также глубину 5 умножить на плотность 2,1, будет 10 петель. И дальше я увеличивала. Значит, высоту проймы я беру первый размер 20 сантиметров, второй 21,5, третий 23 сантиметра. Общую высоту изделия я закладываю на все размеры 70 сантиметров. Пожалуйста, для себя откорректируйте эту величину по своему желанию и по своему росту. Так, далее на вырез горловины. Для первого размера маленького я беру 20 сантиметров вырез горловины по спинке и сразу закладываю количество петель 43, 45, 47. Тоже также умножала на плотность по горизонтали, ширину, и у меня получались петли. Глубина выреза по спинке составила 2 сантиметра. И все вот эти мерочки у меня стоят в описании под видео. Я составила подробную инструкцию под видео, выложила ее, пожалуйста, посмотрите. И плечи — это все, что остается у нас. Я считала путем вычислений. Получается, первый размер 19 петель, второй 24, третий 27 петель.
переходим с вами к вырезу, к полочкам. Я буду сейчас, мне так проще ориентироваться, по правой полочке буду располагать вам узоры, девочки. Для первого размера набираем 57, для второго 66, для третьего 72 петли. И сейчас я нарисую, как у меня здесь располагаются петли. Ну, мы вяжем такую же планку резинкой 1 на 1, как у спинки. У меня высота заложена резинки 3 сантиметра. Вот, и затем переходим на распределение узоров. Хочу вам сказать, что планка здесь будет вязаться цельновязанная, девочки, цельновязанная. Имейте это в виду. И вязаться она будет платочной вязкой. Вот. Поэтому, конечно же, надо предусмотреть укороченные ряды, потому что платочная вязка будет тянуть. Она имеет другую плотность по вертикали, чем лицевая гладь. И я предлагаю вам приблизительно в каждом 6-8 ряду вязать укороченные ряды. То есть добавлять еще по 2 ряда. Так, смотрите далее. Про распределение петель. Смотрите, вот у нас с вами первый размер 57 петель. Что это значит? Я беру наше распределение вот пополам, условно делю, да? Вот представьте, что это середина. У меня получается 1, 2, 3, 4, то есть 3 раппорта подряд и 1 раппорт делится пополам. Но пополам я его не стала совсем делить, то есть тут 7 должно быть, в принципе, петель. Знаете, можно было, конечно, раппорт, половину раппорта добавить, но там надо было бы 8 добавить петель. Я не стала этого делать, я добавила 5 лицевых. То есть вот вы начинаете, у вас идет кромочная, 8 петель планки, рассказываю про правую полочку. 8 петель планки платочной вязки, затем идут 5 лицевых, 3 раппорта подряд по 14 петель, 1 петля для симметрии, кромочная. То есть у вас будет, вот, чтобы у вас на плече узоры совпали, понимаете? Поэтому мы идем вот с этого края, с крайнего, да? Понятно. Так, с этим все понятно. Дальше, второй размер, 66 петель. Здесь у нас тоже я поделила пополам. Получилось 4 раппорта по 14 петель, да? И у нас 8 петель планка с кромочной вместе. То есть вот такое распределение. 8 петель планка, 4 раппорта подряд, 1 лицевая для симметрии, кромочная. В сумме дало 66 петель. И для третьего размера у нас здесь, вот мы добавляли, помните, 5 лицевых, но просуммировав вот эту петлю для симметрии, я сразу написала 6 лицевых, 4 раппорта подряд, да, 8 петель планки и 1 кромочная. То есть вот здесь у нас с вами начало вязания правой полочки. Вот, имейте это в виду, правая полочка отсюда вяжется. Вот, и кромочная, 8 петель планки, 4 раппорта подряд, 6 лицевых, 1 кромочная. Это я вам почему с этого края показывала, но чтобы понять было вам, что я просто вот эту вот часть, половинку полностью дублирую на полочке. От плеча идет, от плеча, девочки, к вырезу горловины идет. Теперь идем опять к полочкам. Вырез горловины. На высоте 40 сантиметров я начинаю формировать по своих расчетах вырез горловины. Его высота составит 27 сантиметров. Это 56 рядов. И у нас получается следующий расклад. Нам надо будет убавить с вами 19, 22 петли, 24 петли по размерам. И необходимо будет сохранить при этом цельновязанную планку, убавки делать в узоре. Конечно же, у нас должно остаться столько же петель на плечо, такая же должна пройма формироваться, и при этом еще вырез горловины. Убавки будем для первого размера делать в каждом третьем ряду, для второго размера и третьего размера в каждом втором ряду идут убавки.
То есть я 56 рядов делю на 19 петель, у меня получается в каждом третьем ряду. И также я делила вот на 22, на 24, у меня получалось в каждом втором ряду. Понятно, да? Вот эта часть нашей цельновязанной планки продолжает вязаться на высоту 11 сантиметров после того, как вы закроете петли плеч. И это вот аппендикс этот потом идет вот сюда на вырез горловины, и вы его пришиваете. Красиво, аккуратно, незаметно по вырезу спинки. Теперь рукав, девочки. У рукава у нас длину беру 61 сантиметр. Длину обязательно. Это тоже индивидуальная мерка под себя. Обязательно перемерьте. У нас окат будет формироваться без расчета. Я вам не говорю никакого расчета. Ссылка на формирование оката будет под видео выложена. Имейте это в виду. Вот, 12,5 сантиметров я делаю высоту оката. И общая длина скоса рукава у нас составит 45,5 сантиметров при нашей вот этой длине 61. Планка у нас такая же маленькая, как у спинки и полочек. Всего 3 сантиметра идет нижняя планка. Будем набирать 45 петель на все размеры. И далее у нас распределение узора будет следующим образом выглядеть. У нас 3 раппорта по 14 петель идет. 14 умножить на 3, это будет 42. Плюс 1 петля крайне левой для симметрии, плюс 2 кромочные, девочки. Вот отсюда взялось 45 петель. То есть понятно, да? 3 раппорта подряд идет. Так, и в общем-то вяжете прибавки, делаете на первый размер 17 петель, на второй 21 петля, на третий 25 петель. Самая широкая часть рукава у меня получилась по моим расчетам. Значит, для первого размера я взяла 39 сантиметров. Вот здесь самой широкой части умножить на плотность по горизонтали 2,1 будет 79 петель. И также я считала для других размеров, увеличивая на, вот как здесь, на сантиметр. 8,7 получилось 95. Такие вот петли. И вы прибавляете вот это количество петель. Можно лицевой гладью прибавлять, не заморачиваясь с узором, да. Можно эти петли плавно вязать узором, да, то есть включайте эти петли в узор. Это по желанию. Так, ну и про окат. Окат рукава, значит, для начинающих вязальщиц рекомендую выполнять по выкройке в натуральную величину. И для тех, кто плохо еще умеет вязать такие вещи, то есть, девочки, рисуйте этот окат на большом листе бумаги. И когда вяжете, каждый раз полотно прикладываете и смотрите. Здесь обычно убавки делаются в каждом втором ряду. Вот. И делаются они, конечно же, одновременно, симметрично. И очень удобно по выкройке. Приложил и смотришь. Так, надо одну петлю убавить. Так, приложил, надо вторую петлю убавить. Там. Ага, а тут уже, допустим, уже по 2 надо убавлять, да? А вот здесь уже вот по 3 надо убавлять. То есть имейте в виду, что это вот так вот все формируется для новичков. Ну, а если вы имеете опыт вязания, то вы уже и так свяжете без всякой выкройки, девочки. Я про вас даже и не говорю, про опытных вязальщиц. Ну, вот такие мои рекомендации вы услышали. Описание в виде текста под видео выкладываю всегда. Смотрите внимательно. Так, ну и желаю вам удачи, мои дорогие. До новых встреч!